Друзья, это Андрей Маркин, а мы с вами в XII веке на Востоке, где действовала секта убийц, средневековый спецназ. Их невозможно было отследить, вычислить, найти. Они внедрялись как вирус, тихо, незаметно. И срабатывали только однажды, но идеально. И это была та самая секта идеальных убийц. Их называли ассасины. Расскажу только самые интересные, самые важные и по-настоящему леденящие душу подробности. Начинаем. Ни детства, ни прошлого, ни имени, которое можно было проверить. Но они жили рядом с самыми влиятельными людьми Востока, ели с ними за одним столом, спали за стенкой и ждали момент, когда получат один единственный приказ. И интересный факт. Этих людей обучали исчезать так, что даже летописцы писали: он был и его больше нет. Давайте разберемся, кто такие ассасины. Откуда взялось это слово, кто его придумал, почему оно стало таким популярным. Это слово сейчас знакомо многим, но его история куда неожиданнее, чем кажется. Начнем с простого факта. Ассасины никогда не называли себя ассасинами. Ни разу. Это слово не самоназвание, а ярлык, который им дали враги. Есть несколько версий происхождения, и каждая про страх, пропаганду и попытку унизить противника. Я назову только одну, самую распространенную. Версия первая. Хашашин. Это подражание словосочетанию, употребляющее гашиш. Эту версию распространили крестоносцы и Марко Поло. Но она почти наверняка неверна. Ни один восточный источник того времени не подтверждает употребление наркотиков этими людьми. Этот способ был очернить людей, которых очень боялись. Все версии с названием – это попытка европейцам подобрать похожее звучание для слова, которое они не понимали. То есть ассасин – это слово «вирус», раскрученное врагами. Слово, которое должно было объяснять непонятное. Как люди могут быть настолько дисциплинированными, скрытными и преданными делу. Прозвище, созданное чтобы унизить, превратилось в символ ужаса и спустя 900 лет стало именем нарицательным. А мы поговорим о технологиях, секретах и схемах тех, кто делал людей опаснее армии. И если у вас сейчас мелькает вопрос, а кто такие ассасины на самом деле? Остановитесь. Ответ не такой простой. Потому что этих людей не обучали. Их создавали. Личность в ноль. Привычки в ноль. Прошлое в ноль. Они формировались как инструменты, как идеально собранные механизмы, которые входят в чужую жизнь так же тихо, как тень в комнату. И чтобы понять, кто они, сначала нужно увидеть место, где их делали. Не школу, не орден, а фабрику по сборке человеческих оболочек, где из обычного человека вырезали новое существо, безошибочного исполнителя, которого невозможно вычислить, поймать или сломать. Там, где биографии заканчивались, роль начиналась. И все это происходило так жестко, что даже через 9 веков историки читают эти описания как прототип современного спецназа, только без права на провал. И лучше всего это объяснить одной сценой. Представьте, в горах среди голых скал тянется узкая тропа. Настолько узкая, что ветер под ней кажется шире. Под ногами пропасть, над головой каменная стена. И весь путь ведет к месту, куда никто не хотел подниматься. Но о котором говорили шепотом даже те, кто никогда его не видел. Место, откуда выходила сила, которую боялись больше, чем армии. Аламут. Это слово мы еще не раз услышим в моем рассказе. Оно обозначает крепость, в которой и зародилось нечто, что потом станет грозной силой и страхом самых влиятельных людей Востока. И вот здесь история делает резкий, почти невероятный поворот. Чем глубже я разбирался в документах, тем яснее понимал, Аламут был не просто крепостью. Это была лаборатория человеческих личностей. Если представить, что все происходившее там собрали бы в один архив, у него было бы всего одно название – «Методичка Аламута». И этот архив не о фанатиках. Он о людях, которых превращали в идеальных носителей роли настолько чистой, что она превращала человека в тень.
И сейчас я покажу, как эта технология работала на практике. Без легенд, без мистики, без дымовой завесы. Только механика. Первое, с чего все начиналось, это подбор кандидатов. Откуда брались те, с кем вообще начиналась эта работа? Этот шаг почти всегда остается за кадром, но именно он определяет все остальное. И теперь механика. В Аламуте не брали первых встречных. Будущих ассасинов выбирали так же, как будущий садовник выбирает редкие ростки. Медленно, внимательно, глядя не на внешний вид, а на внутренний стержень. Кандидаты приходили из слоев, которые современный человек назвал бы карманами судьбы. Это были юноши из бедных семей, ошарашенные жизнью сироты, дети политических изгнанников, те, кому мир не давал ни места, ни будущего, ни права на ошибку. Иногда родители приводили надежда на покровительство секты, а иногда мальчиков приводила беда, а иногда сама судьба. Люди, потерявшие все, но все еще способные во что-то верить. Но у ассасинов был и другой взгляд на выбор людей. Им нужны были не просто смиренные или удобные. В Аламуте искали тех, в ком было что-то тихое, что-то, что в толпе почти неразличимо, но в одиночестве бросается в глаза. Ум без тщеславия, храбрость без шума, терпение без показухи. Кого-то можно было учить наблюдать, кого-то слушать, кого-то молчать так, что молчание становилось силой. В орден брали не ярких, заметность убивает, и не пустых. Пустота делает человека ломким. Предпочтение отдавали тем, кто сочетал ясный ум, терпеливый характер и удивительную способность растворяться в мире так, будто он часть пейзажа. Это были не фанатики, не герои и не воины. Это были будущие тени, люди, чье присутствие не чувствуется, а отсутствие замечается. Лучший кандидат – это тот, кто способен исчезнуть, не делая ни шагу. Первое, с чего начиналась подготовка будущего исполнителя – это слом. Отмена прошлого, не грубая, не заметная, не кинематографичная. Наоборот, тихая, аккуратная, как работа хирурга, который переписывает человека изнутри. Кандидату убирали все, что связывает с его самим собой. Имя, ритм дня, привычные жесты, даже то, как он слушает, как сидит, как поднимается со стула. Его распорядок не корректировали, его создавали заново. Час за часом, реакция за реакцией, пока старые привычки не растворялись так естественно, будто их никогда и не существовало. Это называлось пустое основание. Состояние, в котором человек уже не опирается на прошлое, но еще не получил новое. На такое основание действительно легко нанести новую личность. Не роль, не маску, а другую внутреннюю конструкцию, которая кажется своей собственной природой. И самое интересное в этом процессе было то, что кандидат не чувствовал насилия. Он думал, что просто адаптируется. А на самом деле его тихо и методично перенастраивали. Это была не ломка. Это была перепрошивка. Это был только первый шаг, фундамент, на котором строилось все остальное. А дальше начиналась работа, которую сегодня назвали бы глубокой перенастройкой поведения. Человеку не просто придумывали легенду, его переселяли в эту жизнь. Не на бумаге, не в тренировочном классе, а в реальности. Если его будущее маска-торговец, он начинал торговать настоящими товарами, с реальными людьми, с ошибками, переплатами, торгами, чужой жадностью и своей усталостью. Это была не репетиция, а обычный рабочий день человека, который живет на рынке. Если по легенде он писец, он реально становился писцом. Сутками переписывает тексты, ведет записи, сидит над пергаментом при свече, при дневном свете, в шуме, в тишине. Рука привыкает к этому ремеслу быстрее, чем мозг успевает спросить: а я вообще кто? Если по легенде он слуга, он живет как слуга. Убирает, носит воду, закрывает двери, гасит свет, просыпается раньше всех, ложится позже всех. Сначала это воспринимается как временная роль, как этап подготовки. Но день, второй, месяц, и тело начинает двигаться так, как положено человеку этой профессии. Не агенту, не воину, слуге. Вот в чем был принцип. Никакого «я учу роль», только
я живу эту жизнь. Сначала подсознательная игра, потом привычка, потом рефлексия, которые срабатывают раньше мысли. В какой-то момент он уже не спрашивает себя, а где настоящий я? Потому что настоящий растворяется в функции, остается только тот, кем он и должен быть по легенде. И именно так рождается самый опасный тип исполнителя – человек, который не притворяется, он действительно живет этой жизнью. И когда такой человек оказывается рядом со своей целью, его не проверяют, о нем не думают, его не подозревают, он для всех свой. Подготовка этих людей была настолько серьезной, что и сегодня представители специальных служб сильно удивятся, когда узнают, что все применяли еще в XII веке. Назову еще несколько методик по созданию человека функции. Это хорошо объясняет ту невероятную эффективность, с которой действовали ассасины. Первое. Уничтожение эмоционального импульса. Это был не допрос, не наказание, даже не слом. Это была проверка точности. Человека ставили в ситуации, которые должны были вызвать реакцию. И наблюдали не за тем, что он делает, а за тем, что делает его тело. Ему внезапно повышали голос, подкидывали конфликт, моделировали угрозу, провоцировали неожиданное унижение словом. Не чтоб травмировать, а чтоб увидеть, дрогнут ли мышцы на лице, изменится ли ритм дыхания, поднимется ли плечи хоть на миллиметр. Задача была предельно проста. Любая эмоция – ошибка. Любое собственное мнение – это сигнал о том, что легенда не встроена, а непредсказуемость – провал всего проекта. Кандидат должен реагировать так, как реагирует человек, которым он является по легенде. Чтобы добиться такого состояния у другого человека, нужно понимать главное. Эмоция – это не чувство. Эмоция – это двигатель поведения. Если двигатель работает самостоятельно, он мешает. Поэтому ассасины учили выключать двигатель. Сначала углом внезапного давления, потом паузой, потом повторением. Это как нажимать на разные кнопки и смотреть, исчезнут ли спонтанные реакции. Цель – чтобы человек реагировал только схемой, только в рамках того образа, который ему выдали, и ни на волос не отходил от нее. Это не ломало волю, это отключало импульс. И когда исчезал импульс, начинала работать легенда. А потом новый этап. Он назывался «Дрессировка ожидания». И это уже была самая опасная часть программы. Фидаи – это высший менеджмент, так сказать. Они учили жить без конечной точки. Поясняли, приказ может прийти завтра, через год или не прийти никогда. Человек должен быть в постоянной боевой готовности. Но жить так, будто миссии нет. Эта смесь напряженности и повседневности ломает большинство людей. Ассасины делали так. Кандидата помещали в ситуацию ожидания и не давали ему никакой обратной связи месяцами. Он должен был сохранять легенду, дисциплину и тишину. Срывы фиксировались, срывы наказывались. Только те, кто выдерживал, переходили дальше на новый уровень. А позже мы вернемся к самым захватывающим моментам, к методам исполнения заказных убийств. Это, конечно, вызывает странные чувства, но это нужно услышать. А пока обучение и новые испытания. Рычаг контроля. Главный секрет, о котором редко говорят, когда рассказывают про ассасинов. Легенда легендой, дисциплина дисциплиной, но есть механизм, который работает безотказно. Социальная привязка. Большинство фидаев имели родственников в зоне влияния Аламута. И это было намеренно. Не угроза смерти, не запугивание, а холодное понимание. Твой побег приведет к последствиям, которые тебе не выдержать. Это не романтический фанатизм. Это не преданность делу. Это жесткий и понятный контроль, который работает и сегодня в спецслужбах. Все очень просто. Страх за близких не позволял предавать. И вот в школе выпускников у ассасинов праздник. Финальная проверка. Исчезновение как навык. Человека отправляли в деревню или город, где его никто не знал. Без общения, без помощи, без поддержки.
Он должен был прожить там несколько недель, соответствуя легенде настолько идеально, чтобы не вызывать ни единого вопроса. Если хотя бы один местный спрашивал: «А ты откуда?», кандидат проваливался. Те, кто проходил, становились орудием, которого на тот момент не могла создать ни одна армия. Конечно, всем интересны легенды о фанатиках, о убийцах, о секте смерти, о людях, которые якобы жили под наркотиками и бросались на врагов с криками. Но на самом деле все было совсем иначе. Ассасины – это была не толпа безумцев. Это не отряд фанатиков, это не культ. Ассасины – спецназ древнего мира. Структура, система первая в мире, негосударственная разведсеть, которая работала в тени больших империй. И мы не будем разбирать мифы, только механизм. А если смотреть на ассасинов как на работающую систему, а не музейный экспонат, становится ясно, какое оружие они в себе несли. Маленькая структура без армии, без ресурсов смогла влиять на весь Восток лишь одним способом – точечным, безошибочным проникновением к самым защищенным людям эпохи. И когда понимаешь, как это работало, фраза, от которой дрожали правители, начинает звучать иначе. Ассасины уже внутри. Представьте, вы ложитесь спать, а человек, который приносил вам воду утром, может быть тем, кто за вами пришел. И вы никогда не узнаете этого заранее. Это был не слух и не пропаганда. Это было признание бессилия. Но что все это в сравнении с величием и талантом человека, который все это придумал и реализовал? Итак, в XII веке жил человек, чья история до сих пор кажется невозможной – Хасан ибн Сабах. И чем глубже я разбирался в его биографии, тем больше ловил себя на мысли. Подождите, это вообще реально? Или это черновик для сценария? То начинается его путь почти с нуля. У него нет армии, нет денег и нет покровителей, нет даже титула. Просто человек и все. И если бы на этом все кончалось, мы бы о нем не говорили. Он учился в медресе Рея, и это было место, где споры были не развлечением, а способом выжить в интеллектуальном смысле. Он прошел через несколько религиозных школ, через учителей, концепции, идеологии. Я не буду грузить вас длинной чередой имен, скажу проще. Это был человек, который всю жизнь учился спорить, убеждать и выстраивать идеологию сильнее обстоятельств. И еще деталь, которую я не могу пропустить. Он происходил из старого доисламского рода правителей Йемена, который когда-то держал власть в своих руках. Это не делало его знатным в XII веке, но давало понимание, как устроена власть, что такое влияние, где слабое место у любой структуры. И иногда знание дороже положения. И вот среди мира, где все решает сила, деньги и громкие титулы, появляется человек, который идет к Аламуту так, будто возвращается домой. В простой серой одежде, без охраны, без войска, странник с внутренним ощущением, что дверь перед ним в итоге все равно откроется. Он шел не штурмовать, он шел говорить. И прежде чем продолжить, нужно понять, что же такое Аламут, о котором я коротко упомянул в самом начале рассказа. Это не крепость в привычном смысле, это не замок с башнями, это не дворец. Аламут – это скала, огромный вертикальный утес в Северной Персии, высотой примерно 200 метров, на вершине которого стояла крепость, до которой вела всего одна узкая тропа. Снизу казалось, что гора растет прямо перед глазами, настолько отвесной она выглядела. И именно эта география делала Аламут почти неприступным. Любая армия, попробовавшая подняться наверх, становилась легкой мишенью еще до середины пути. Империи того времени смотрели на эту скалу и понимали, взятие Аламута потребует сотен, если не тысяч жизней. Поэтому его считали местом, куда армия не идет. И если идет, уходит обратно ни с чем. И вот к этому месту поднимается человек без войска, без денег, без титулов и даже без оружия. Он идет на переговоры туда, где обычно не говорят. Там либо обороняются, либо умирают. Но что меня действительно поразило,
к этому разговору он готовился не в тот день, когда поднялся по тропе. Он готовился годами. Он создавал вокруг крепости поддержку. Не внутри крепости, куда невозможно попасть незамеченным, а вокруг нее. Среди людей, которые жили у подножья горы, носили воду, торговали, передавали новости, общались с солдатами. Это было влияние, мягкое, человеческое, не подкуп, не шантаж, а именно работа с людьми, которая создает доверие сама по себе. И когда его имя стало произноситься в округе с уважением, это уважение, как любой слух, просочились туда, куда он сам войти еще не мог, внутрь Аламута. И вот он поднимается наверх, комендант уже знает, с кем говорит. Уже понимает, что сопротивление принесет ему только проблемы. Он слушает, взвешивает и уходит, получив компенсацию, деньги, часть имущества и безопасность семьи. Источники спорят, в каком именно виде это было, но принцип один – крепость перешла мирно, без крови, без меча, без осады. Так одна из самых недоступных крепостей региона становится новым домом для человека, который пришел к ней без меча и без армии. Никакого боя, никакой осады, только логика, расчет и уверенность, которые сами по себе стали оружием. Но самое странное начинается дальше. И именно здесь, в этой тишине, без единого удара меча, появляется то, что определит дальнейшую историю. Не армия, а структура, способная выращивать своих людей в самых неожиданных местах. Немного позже вы услышите историю, от которой даже у средневековых летописцев дрожали руки. Как ассасин 2 года жил под видом слуги у своего врага, ел с ним за одним столом и ждал знак, который мог прийти в любую секунду. И ближе к концу раскрою саму технологию, которую редко решаются обсуждать. Как ассасины держали контроль над человеком, который жил под чужим именем. Как удерживали его в легенде, не давая сорваться или исчезнуть. И почему именно этот механизм, придуманный еще в XII веке, и сегодня изучают в программах подготовки тайных агентов. Раз уж мы затронули тему мифов вокруг закрытых групп, у меня есть отдельный разбор про масонов, ролик. Я там простым языком говорю, кто они на самом деле, как появились их легенды и почему вокруг одного братства выросла целая вселенная теорий. Если вам близка тема скрытого влияния, загляните в мой плейлист «Тайные общества и символы». Подписывайтесь на канал, это помогает продвигать такие серьезные исторические темы. Чем глубже я разбирался в структуре ассасинов, тем сильнее поражала одна вещь. Перед мной не хаотичная секта, не толпа фанатиков, а выстроена четкая, почти корпоративная система. И если бы кто-то назвал Аламут средневековым офисом с филиалами по регионам, это было бы смешно, но не так уж далеко от правды. Просто офис, в котором задачи иногда выполнялись ножом. И чтобы понять, как эта машина работала, важно понять главное. Орден был создан не ради убийств. Убийство – это инструмент. А вот ради чего создавалась сеть, об этом обычно забывают. Зачем вообще существовали ассасины? Цель номер один – выжить в мире, который их ненавидел. Орден, но сейчас их принято именовать сектой, возник среди низаритов, религиозного меньшинства, которое конфликтовало с Сельджукской империей. Им не давали территории, их преследовали, их лидеров казнили. Для нас важны не названия когда-то великих империй. Не буду вас этим перегружать. Но если коротко, то их пытались стереть. А они, естественно, этого не хотели. И вот Аламут. Это был такой ответ. Орден создавался ради того, чтобы защитить общину, удержать власть имама, избавиться от тех, кто угрожал их выживанию. Создать автономные островки безопасности, крепости и выстроить систему, которая будет работать даже в окружении врагов. Это не секта убийц ради убийств. Это система выживания малой группы против огромных империй. А убийства? Да, они были, но строго по списку, политические, целенаправленные и только против тех, кто напрямую угрожал общине. Зачем вообще нужна была такая структура? А это уже была цель номер 2 – стабилизировать территорию. Если убрать мифы,
Ассасины выполняли то, что мы бы назвали контроль рисков. Устранение опасных политических фигур, стратегическое сдерживание врагов, дипломатическое давление и поддержание автономии крепостей. Они выбивали ключевые фигуры в системах врагов. Визирей, наместников, командующих, которые готовили походы против низаритов. И эффект был колоссальным. Огромные армии боялись даже планировать наступление. Можно сказать проще. Это была самая дешевая и эффективная система безопасности в Средневековье. Ну а какая безопасность без денег? Экономика Аламута. Откуда деньги? Скажу одной фразой. Эти ребята были очень хозяйственными и рациональными, и предприимчивыми. И денег при таком подходе, и умению решать вопросы с конкурентами у них было очень много. Когда я увидел структуру ордена в сухих источниках, то понял. Это не только религиозные братья. Это матричная организационно-функциональная структура, которую сегодня бы поставили в учебнике MBA как пример эффективного управления. Смотри. Имам – высшая власть, идеологический центр. Источник легитимности. Главный даи – генеральный директор сети, управление операцией, назначениями, стратегией. Даи – региональные руководители, миссионеры, администраторы, каждый отвечает за свое. Крепость, долину, местное население, подготовку новобранцев, безопасность региона. Это как директора филиалов. Рафики – полноценные члены общины, сотрудники среднего звена, если упрощать. Ласики – члены с особой клятвой, внутренний силовой блок. Фидаи – оперативники, точки действия. Тем про них много, но структура видна. Это не безумцы, это исполнители самых сложных поручений. И вот так вся эта система работала почти 2 века. Так почему же тогда эта махина рухнула? Не из-за слабости. Просто в регион пришел противник, перед которым не устояли даже огромные государства – монголы. Аламут разрушили, крепости пали, часть общины ушла в подполье, но сама структура, сама идея выжила. И сегодня низариты существуют как религиозная община. И теперь самое время перейти к тому, что вообще делает эту историю уникальной. К технологии подготовки спящих агентов. Людей, которые могли годами жить под чужим именем и оставаться частью сети. То если структура была скелетом, то эта технология – это кровь, нервы и дыхание всей боевой машины. И теперь об этом, как и обещал в начале. Это рассказ про исполнителя. Мы с вами увидим, как реализовывались на практике решения Аламута. Итак, перед нами Фидай, человек-исполнитель. Когда его отправляли на задание, он уходил не как волк-одиночка, за ним стояли люди, которые выбирали цель, подбирали о ней досье, просчитывали последствия ее смерти. И только потом дали приказ внедриться, ждать, наблюдать. Его первая задача была не убить, а собрать всю информацию про жизнь своей цели. Человека, к которому его подослали. Он приходил в дом не сразу. Сначала он появлялся в городе как простой работник, помощник, человек со стороны. Через караванщиков, торговцев и посыльных он передавал наверх самое важное, где живет цель, как устроен дом, сколько стражи, кто входит и выходит, какие у человека привычки, ритм, болезни, слабости. В Аламуте такие отчеты не читали как сплетни, их складывали в систему. Решали главное, стоит ли вообще его устранять сейчас. Если нет, операция откладывалась. Если да, Фидай получал вторую часть приказа – войти в дом. Работая слугой, он не прекращал быть агентом. Каждые несколько недель, иногда раз в месяц, он находил способ передавать наверх новую порцию информации. Курьером мог быть торговец, который вроде бы просто покупает зерно, паломник, который заходит переночевать, писец, который случайно предлагает свои услуги хозяину. Фидай никогда не писал «я готов убить». Он сообщал другое. Болен, есть конфликт с соседним миром, пьянеет от вина, боится ночевать один, ну и другие подробности. Наверху решали уже не он, а те, кто управлял сетью. Высокий ли риск, нужен ли именно сейчас удар, выгодно ли это в общей картине.
Приказ на устранение приходил не с небес, его отдавали через обычный на вид сигнал. Это мог быть фрагмент фразы в письме, малозначительный на вид предмет, человек, который принес заранее говоренное слово. Для всех остальных это было ничто, а для него конец ожидания. После этого у него не было права импровизировать. Цель, способ, примерные сроки – все уже было решено наверху. Его задача – исполнить. Дальше то самое утро. К этому моменту он уже 2 года жил внутри чужой жизни. Он знал, во сколько хозяин просыпается, когда раздражен, когда расслаблен. Кто-то из кураторов наверху, в Аламуте, читал его отчеты и понимал: дом устал, хозяин болен, стража расслабилась. Все сошлось. Утро было обычным, именно поэтому оно и было идеальным. Хозяин проснулся слабым и злым. Он попросил воды. Важно. По распорядку в этот час в комнате должен быть один слуга, и этим слугой был он. Он знал, что приказ уже есть, знал, что другого удобного момента может не быть. Знал, что за ним стоят те, кто потом будут анализировать последствия политические, военные, экономические. Он подал чашу. Без дрожи, без паузы, без театра. Хозяин выпил. Через несколько минут ему стало хуже. Через какое-то время сердце не выдержало. Для всех вокруг это была болезнь, обострение, слабость. А для одного человека в этом доме это был выполненный приказ. Но работа на этом не заканчивалась. Ему нужно было уйти так, чтобы никто не зацепился за него. Ни глазами, ни мыслью. Он вел себя, как обычный слуга в доме, где только что умер хозяин. Метался между комнатами, приносил воду, убирал лишнее, помогал тем, кто плакал. А вечером, когда часть слуг отпустили, дом больше не мог их содержать. Он ушел вместе с ними. Точно так же, как когда-то пришел. И только когда он добрался до точки связи, к торговцу, к постоялому двору, к человеку с условным знаком, операция стала завершенной. Он передал наверх простое сообщение: цель мертва, дом в растерянности, наследники слабы и заняты дележкой. Где-то высоко над всей этой бытовой драмой люди, которые никогда не видели ни хозяина, ни слугу, делали выводы. Можно ли теперь двигать войска, менять союзников, договариваться с соседями? В этом главное. Он не убивал по вдохновению. Он был инструментом внутри системы, которая работала дальше, уже без него. Теперь, чтобы картина была полной, нужно честно сказать, тот слуга не исключение. Ассасины действовали по-разному, но всегда по приказу, по задачам, которые ставили руководители ордена. Не было свободных охотников, были исполнители, кого убирали. Визирей, людей, которые реально управляли государством, эмиров и военачальников, готовивших походы против низаритов. Религиозных лидеров, объявлявших их еретиками, иногда ключевых фигур крестоносцев. Обычных людей они не трогали. Народ не был их целью, им не нужно было сеять хаос, им нужно было точечно вырезать тех, кто мог уничтожить общину. И во всех этих случаях ключевой принцип был один. Цель определялась наверху, метод подбирался под ситуацию, исполнитель был последним звеном цепи, а не автором решения. И теперь про слухи и мифы о ассасинах. Какой рассказ без всего этого? Итак, главный миф. Ассасины были под наркотиками. Зачем же ассасинов связали с наркотиками? И было ли это правдой? Это чистый миф. Один из самых живучих и недостоверных. Откуда он взялся? Этот миф появился в Европе, а не на Востоке. Его популяризировал Марко Поло. Человек, который не видел ассасинов, но пересказывал слухи, которые ходили среди крестоносцев и персидских суннитов. Суть легенды была простой и удобной. Хасан якобы поил своих людей гашишем, усыплял их в саду, показывал им рай, а потом отпускал обратно. А они выполняли приказы, мечтая вернуться в рай снова. Красиво? Да. Правдоподобно? Нет. Почему это миф? Ни один восточный источник XII века не упоминает наркотики в связи с ассасинами. Ни шиитские, ни суннитские историки не писали о гашише. Само слово «хашишин» использовалось как оскорбление, обозначавшее ничтожный народ, мерзавцы. И уже много
позже европейцы решили, что оно связано с гашишем. Поэтому нет. Они не были наркоманами. Они были дисциплинированной, холодной, рациональной организацией. А легенду о наркотиках придумали те, кто не мог объяснить главного, почему эти люди выполняли приказы, которые невозможно выполнить без абсолютного контроля над собой. Миф номер 2. Ассасины были фанатиками. Тоже неправда. Фанатику не доверишь двухлетнее внедрение. Фанатик не выдержит полгода молчаливой роли. Фанатик не будет собирать политическую и военную информацию. Ассасины были не фанатиками. Они были особым типом дисциплинированных агентов, которые действовали строго по решениям руководства. Миф номер 3. Ассасины – кровавая секта убийц. Факт. Это искаженная правда. Да, они убивали, но убивали элиту, не народ. И в их деятельности была политика, а не кровавая охота. По сути, это была точечная политическая хирургия, а не массовый террор. Миф 4. Ассасины – это хаос. Факт заключается в том, что это был порядок жестче любого закона. Их сеть работала как ранняя модель того, что мы сегодня называем разведкой, психологической операцией, управляемым внедрением. Если современным словом, это была агентурная разведка XII века. И работало это настолько эффективно, что их методы до сих пор изучают. А теперь вопрос, мои любимые слушатели, который я хочу оставить вам здесь. Если такая система могла работать 900 лет назад, вы уверены, что она не работает сегодня? Мы можем это обсудить в этой ветке. Обсуждение прямо здесь. Если вам было интересно, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Это поможет вам не пропускать мои новые рассказы. С вами был Андрей Маркин.